Увы, любителям цветов и садоводам не приходится отдыхать даже зимой. Уже сейчас, в эти холодные дни, необходимо позаботиться о посеве многих растений. В первую очередь, такими являются декоративно цветущие культуры с длинным периодом вегетации. Именно эти цветы стоит высевать на рассаду уже в январе, а некоторые и в декабре, так как от появления их всходов до цветения проходит от 4 и более месяцев. О декабрьских посевах я уже выпускала ролик, посмотреть который можно, перейдя по ссылке, которая сейчас находится в верхнем правом углу экрана этого видео. Ранний посев цветов – очень выгодное мероприятие. Это не только интересное занятие, но и большая экономия денег. Ведь готовая рассада в магазине обойдется вам в разы дороже. К тому же вы можете подобрать семена совершенно разных сортов и именно тех окрасок и форм, которые вам нравятся больше всего. Главное, чтобы они были свежими. Это очень важно. Если вы хотите украсить свой сад яркими и неприхотливыми цветами, создать красивый цветочный бордюр или эффектные композиции, посадите гвоздику турецкую. К сожалению, этот очаровательный и совершенно беспроблемный цветок расцветает только через полгода от появления всходов, поэтому ее нужно высевать раньше других цветочных культур. Имейте в виду, что семена этого многолетника очень мелкие, и их нельзя заглублять в почву. Лучше всего их разбросать поверхностно, на заранее подготовленный рыхлый и слегка влажный грунт, а сверху немного присыпать речным песком. Далее увлажнить из пульверизатора теплой отстоянной водой, накрыть пленкой и поставить в теплое светлое место. Учтите, что всходы потребуют дополнительного освещения, без чего они вытянутся и будут чахлыми. От такой рассады толку уже не будет. Поэтому если у вас нет возможности предоставить сеянцам место с хорошей подсветкой, то зимние посевы лучше и вовсе не затевать. Не менее яркая и неприхотливая – это гвоздика шабо. Ее вы также можете посеять уже в январе. Среди этих цветов есть очень интересные сорта самой разной окраски. При несложном уходе этот многолетник способен цвести с середины лета до самых холодов. Еще более неприхотливый и обильно цветущий многолетник – это колокольчик карпатский. С его помощью можно вырастить красивые бордюры сине-фиолетовой, голубой или белой окраски. Этот невысокий почвопокровник удачно прикроет оголенные участки в вашем саду. Его кустиками также можно прикрыть нижнюю часть многим растениям, например, розам. К тому же его плотные посадки не дадут возможности насеиваться сорнякам. Этот эффектный многолетник в уходе неприхотлив. Единственное, что после первой волны цветения его лучше укоротить, то есть срезать всю отцветшую часть. В этом случае колокольчик зацветет повторно. Очень советую выращивать в своем саду разные примулы. Эти цветы также стоит посеять на рассаду в январе. Примулы отлично украсят ваш сад в полутенистых местах. Они любят рыхлую, питательную почву и мульчирование. А вот на открытых и солнечных участках их листья будут подгорать. Среди этого очаровательного многолетника есть много потрясающих по красоте сортов. Особой популярностью пользуются махровые примулы. Друзья, большая просьба к вам. Поделитесь своим опытом и дополните мой список растений, которые необходимо сеять уже в январе. Большое спасибо вам за советы, лайки и комментарии. Не забудьте также подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы к вам приходили уведомления о выходе свежих видео. В январе еще не поздно посеять дельфиниум. Это растение не только красиво цветет, его высокими пышными соцветиями, которые могут достигать высоту более 2 метров, можно украсить задний фон цветника, высадить их перед забором или наоборот украсить центр цветочной клумбы. Расцветки дельфиниума бывают самые разные. Также есть более низкорослые сорта, которые можно высадить на переднем плане цветника. Однако учитывайте, что семена этого многолетника должны быть свежими, иначе они не взойдут. Не менее важна для них стратификация, то есть предварительная обработка холодом. Для создания яркой и малоходной клумбы отлично подойдет эхиноцея. Кстати, все части эхиноцеи пурпурной имеют широкий спектр лечебных и профилактических свойств, поэтому такие цветы не только украсят ваш сад, но и принесут немало пользы вашему здоровью. Хочу уточнить, что данные сроки зимних посевов подходят практически для всей территории средней полосы и даже более северных регионов. Цветоводы южных садов посев цветов могут отсрочить примерно на месяц. Невероятно красивое растение с крупными, яркими и необычными на вид цветами – это пассифлора.
Ее также можно посеять в январе. Эта лиана очень долго не всходит, потому что имеет плотную семенную оболочку. Перед посевом семенам лучше провести скарификацию или замочить их на день в растворе стимулятора роста. Удивительно, но многие виды этой экзотической лианы выдерживают понижение температуры до минус 16 градусов и отлично подходят для садов с умеренным и мягким климатом. Цветоводам более северных регионов можно порекомендовать выращивать это красивейшее растение как комнатную культуру или в контейнерах с обязательной зимовкой в светлом и прохладном помещении. Кстати, наибольшую устойчивость к морозам проявили североамериканские виды этой лианы. Учтите также размеры пассифлоры. Она нуждается в высокой и прочной опоре, так как при хорошем уходе ее побеги способны отрастать за сезон на 3 метра. Украсить свой сад, придомовую территорию и даже интерьер можно с помощью цветущей бакопы. Пышная шапка ее непрерывно распускающихся цветов великолепно смотрится в подвесных кашпо и в композициях с другими декоративными растениями. Бакопа не теряет свой привлекательный вид даже после дождя, поэтому ее вазонами можно украсить открытые места, садовые арки, балконы и террасы. К ней в компанию можно высадить еще одно красивое ампельное растение, которое отрастает длинными, не спадающими побегами. Это дихондра. Вообще в январе следует уже высевать очень многие ампельные культуры. А что лучше подобрать, вам поможет мое видео об этих растениях, ссылка на которое сейчас находится в верхнем правом углу. Невероятно красиво в высоких катках и подвесных вазонах ампельная виола. Создать яркую композицию можно с помощью цветов бегонии. В январе также можно посеять ампельные и махровые петунии. Если первые зацветут только через 4,5-5 месяцев, то махровые сорта смогут порадовать вас своим роскошным цветением немного раньше, а именно через 3,5-4 месяца. Очень красиво смотрится в подвесных кашпо ампельная вербена и пеларгония. Эти цветы будут не только ярко и обильно, но очень долго цвести. Не менее эффектная, как сама по себе и особенно в компании с другими цветочными культурами, ампельная лабулярия. Ее кустики не только красиво цветут, создавая вид морской пены, но еще и приятно пахнут, источая сладкий медовый аромат. Также многие цветоводы не представляют свой цветочный сезон без лобелии. Ее обильное и длительное цветение украсит любую клумбу и подвесную конструкцию. Этот цветок в уходе неприхотлив, еще и способен давать свой самосев. Но для большей вероятности его размножения, а также для раннего цветения, лобелию уже можно высевать на рассаду с января. Ее пышные кустики с многочисленными синими, фиолетово-голубыми, белыми и лиловыми цветками украсят ваши цветники, балконы или террасы. Они идеально смотрятся в разных цветочных композициях, подвесных и высоких кашпо. Но у этого летника также очень долгий период вегетации. Чтобы как можно раньше увидеть цветение, сейте лобелию уже в январе, так как ее первые цветочки появятся только на 4-5 месяц от всходов. Единственное, что вам потребуется, это хорошее освещение и теплое место без сквозняков для расположения своей рассады. Уверена, что неутомимых и преисполненных энтузиазмом цветоводов никакие сложности не остановят, и у вас обязательно все получится. Буду признательна, если вы поделитесь своим опытом и дополните мой список своими цветами, которые необходимо высевать на рассаду уже в январе. А если вам это видео было хоть немного полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, и до новых встреч на нашем канале.